Здорово. Это видео является продолжением прошлого видео, где мы пытались разобраться, почему в сам комьюнити все чаще звучат разговоры о том, что РП в сампе никому не нужно. Судя по статистике просмотров, многие из посмотревших, скорее всего, посчитали меня предвзятым или даже наивным за то, что в прошлый раз я возложил всю вину на Аризону. Я могу это увидеть по средней продолжительности просмотра, которая резко обрывается именно в тот момент, когда я начинаю говорить об Аризоне. На самом деле, эта тема действительно спорная и требует чуть более глубокого и объективного разбора. Сегодня мы посмотрим на эту проблему шире, ведь оказывается, упадок ролевой культуры в сампе — это не только результат политики крупных фарм-проектов, хотя и их роль отрицать совершенно нельзя, но есть и другая сторона, о которой не принято говорить вслух. Я говорю о самом РП-сообществе, его закрытости, элитарности и неумении работать с новичками. Именно об этом мы с вами сегодня и поговорим. Full RP комьюнити в сампе явление уникальное и противоречивое. С одной стороны, именно здесь десятилетиями сохранялась культура настоящего отыгрыша, создавался глубокий гейм и интересные персонажи. С другой, это сообщество всегда было закрытым, почти недоступным для масс. И во многом именно эта закрытость сыграла с ними злую шутку, позволив массовым фарм-проектам занять всю инфосферу. Чтобы понять, как мы пришли к нынешней ситуации, стоит проследить эволюцию этого комьюнити. От откровенной враждебности к новичкам до сегодняшнего неоднозначного положения, где помощь и наставничество уже появились, но старая элитарность все еще витает в воздухе. Я буду говорить про свой опыт игры на таких проектах, который начался с середины десятых годов. Тогда Full RP проекты были настоящими оазисами для ценителей. Туда приходили люди, уставшие от беспредела на остальных серверах. Они хотели погрузиться в атмосферу, ведь считали, что именно на Full RP проектах существует эта настоящая ролевая игра. Но вход в этот рай был жестко регламентирован. Я говорю про легендарную систему UCP регистрации, которая до сих пор вызывает дрожь в коленках у неподготовленных людей. Но она была всего лишь вершиной айсберга. Ведь настоящим барьером становилось неформальное отношение старичков к новичкам. Да, уже тогда у относительно молодого Full RP комьюнити существовали свои алды, ведь на самом деле Гамбит не сразу строился. До него еще были некоторые проекты, из которых формировалась ранее Full RP комьюнити. Ну а вернемся в 2016-2017 года, и там, если ты приходил с медиум или Light RP сервера и где-то как-то вскользь упомянул об этом, то все, на тебя автоматически вешался ярлык Ашот. Это ныне устаревший термин, который обозначает человека со слабой ролевой игрой, недостойный находиться рядом с элитой. Тебя не учили, тебя высмеивали, вместо того, чтобы объяснить, как правильно играть, и тобой откровенно издевались в ВЛЦ-чате, а иногда и с позором выгоняли. Да, те самые рассказы про точки и большие буквы в отыгровках и что за них бывает, действительно реальны. На самом деле, такая позиция имела свою логику. Старички боялись, что массовый приток неопытных игроков разрушит ту самую уникальную атмосферу, которую они годами создавали. Они считали, что проект зашкварится, если в него придет толпа ашотов, не умеющих нормально отыгрывать. Поэтому они сознательно держали двери закрытыми, а любую попытку популяризации воспринимали в штыки. Особенно это касалось ютуберов. Если какой-то блогер осмеливался снять видео на Full RP проекте, его встречали как врага. Ему давали понять, что он здесь нежеланный гость, что его контент привлечет лишь дебилов, которые все испортят. Ютуберов просили не светить проект, не форсить его, а некоторых блогеров и просто выгоняли с ссаными тряпками. И, естественно, после такого отношения они уходили туда, где их готовы были принять с распростертыми объятиями, на проекты вроде Аризоны, где любой контент приветствовался, особенно если он набирал хорошие просмотры, за которые проекты были готовы платить. Напомню, что это был Prime Samp Ютуба, ебанутая конкуренция среди проектов в отношении блогеров. Аризона, Тринити, Грант, Ревент. Сколько же игроков тогда было на столе? Full RP проекты не спешили встревать в это. И вот здесь возникает ключевое противоречие. Full RP сообщество само собственными руками выталкивало тех, кто мог бы рассказать широкой аудитории о настоящей ролевой игре. А Аризона и подобные проекты, наоборот, создавали мощнейшую медийную машину, где ютуберы штамповали контент про фарм, админ будни и подобный шлак, постепенно формируя у десятков тысяч зрителей представление о том, что нормальная игра на РП-проектах в сампе — это именно так. Ролевая же игра оставалась в подполье, о ней мало кто знал, а если и знал, то боялся досунуться, наслушавшись про сложность ЮЦП и токсичность в сообществе. Со временем, к концу десятых, началу 20-х годов, ситуация начала меняться. Многие старые легендарные проекты закрылись, а новые игроки и администраторы, которым все-таки удалось удержаться в комьюнити, выросли на ошибках предшественников, стали внедрять что-то типа систем наставничества. В Crime-фракциях, буду говорить только за них, ведь там только я играл, появились люди, которые реально тратили время на обучение новичков, аутсайдеров. Люди стали терпимее, начали понимать, что без притока свежей крови сообщество просто вымрет. Сегодня на многих Full RP серверах можно встретить ситуации, когда старожил спокойно объясняет новичку, как правильно отыгрывать ту или иную ситуацию и вводит его в курс дела. Это огромный шаг вперед, который нельзя не отметить. Но, как часто бывает, старая закалка дает о себе знать. Я считаю, что полностью эта андеграундная элитарность никуда не исчезла, она лишь ушла
ушла в тень, превратилась в фоновое шипение. В беседах ВКонтакте, в каналах в Дискорде до сих пор могут проскальзывать упреки в сторону ньюшек, которые пришли с Тринити и нихуя не умеют. Это, конечно, не открытая травля, но это та самая невысказанная неприязнь, которую новичок все равно чувствует, даже если ему улыбаются в лицо. Хотя, если вы вступите с кем-то в форумный конфликт, то вам нахуй напомнят, откуда вы пришли. И эта травля направлена не на реальных нарушителей правил, а на тех, кто просто хочет научиться, кто мог бы стать продолжателем традиций, но чувствует себя вечным чужаком. Не поймите меня неправильно, фангеймеров тоже нахуй никто не любит. Получается парадоксальная картина. С одной стороны, FullRP комьюнити сделала важный шаг к открытости, осознав, что без новичков ему не выжить. С другой, оно продолжает страдать от старческой ненависти, от внутреннего снобизма, который десятилетиями культивировался как защитный механизм. И этот снобизм до сих пор отпугивает многих потенциально хороших игроков, которые, не найдя понимания, уходят обратно на фарм-сервера, где хотя бы не надо доказывать свою элитность. Объективно говоря, в нынешней ситуации нет однозначно правых или виноватых. FullRP сообщество имеет полное право требовать качественного отыгрыша и защищать свою атмосферу, ведь на то оно и FullRP сообщество, но методы этой защиты долгое время были самоубийственными. Вместо того, чтобы взращивать новых адептов, их отсеивали с порога, а массовые проекты вроде Аризоны просто заняли освободившуюся нишу, приложив простой и понятный геймплей тысячам. Теперь, когда даже ролевики иногда сетуют на то, что РП никому не нужно, стоит задуматься, а не сами ли они приложили руку к тому, чтобы это стало реальностью. Выход есть, и он уже нащупывается теми проектами, которые делают ставку на наставничество и мягкий вход. 100, 150, да даже просто 50 человек искренне увлеченных ролевой игрой — это вполне жизнеспособное сообщество, если оно открыто для новичков и готово тратить время на их обучение. Я уже говорил, что такие проекты никогда не победят по онлайну Аризону, но это им и не нужно. Их задача — сохранить ту самую культуру, которая когда-то делала сам особенным, и для этого им придется окончательно перебороть себе старую андерграундную элитарность и научиться встречать новичков не как врагов, а как будущих друзей, потому что только так можно передать огонь дальше, иначе он просто погаснет, не оставив после себя даже пепла.